Андрей, опытный водитель автобуса с многолетним стажем, каждое утро вставал вместе с первыми лучами солнца, когда нежные лучи красили небо в золотисто-розовые оттенки. Каждый новый день начинался с рутинных действий. Он готовил завтрак, завязывал галстук и заглядывал в зеркало, проверяя, как он выглядит. Андрей всегда любил свою работу. Его маршруты проходили через живописные села, где природа была в полной красе. Луга, полные цветов, леса с высокими деревьями и реки, струящиеся между холмов, создавали волшебную атмосферу, наполняя его сердце радостью и легкостью. Он чувствовал, что автобус — это не просто средство передвижения, это место, где завязываются знакомства, идут беседы и раздаются улыбки. Однако в последнее время его замечал, что количество пассажиров значительно уменьшилось. Раньше автобус был полон, шумные разговоры, смех детей, рассказы стариков о жизни, искренние улыбки женщин, уверенно держащих на коленях своих внуков. Но теперь поездки стали тише, даже грустнее. Каждый раз, когда он смотрел на пустующие сиденья, его охватывал холод, и он чувствовал, что радость, которую он получал от общения с пассажирами, уходит как вода сквозь пальцы. Это также сказалось на его доходах. Заработок уменьшился, и вскоре ему стало тяжело сводить концы с концами. С трудом он справлялся с финансовыми трудностями, не позволяя себе роскошеств и даже маленьких радостей, таких как чашка кофе в местном кафе. Каждый день он начинал с тяжелым сердцем, чувствуя себя все более унылым и замкнутым. Каждое утро он выполнял привычный рейс между деревнями, надеясь увидеть хоть одну знакомую улыбку среди пассажиров, но надежды исчезали с каждым проездом. В один из серых дождливых дней, когда небо заволокло будничными облаками, Андрей по привычке просто ехал, не обращая внимания на окружающее. И внезапно его взгляд зацепился за пожилую женщину, стоящую на обочине дороги. Она была согнута под тяжестью ведра, полным картошки, и выглядела вразделенно и одиноко. Это была Марина, местная жительница, хорошая знакомая всех в округе. Она часто продавала свежие овощи на рынке, но в данный момент ее лицо выражало не только усталость, но и печаль. Андрей почувствовал, как его сердце забилось чаще. Он остановил автобус и открыл дверь, стараясь поддержать разговор. «Здравствуй, Марина. Как ты?» — спросил он с добротой в голосе, стараясь создать более уютную атмосферу. Женщина, обрадовавшись его появлению, мгновенно протянула ведро картошки с легкой улыбкой. «Андрей, возьми, пожалуйста, это в подарок», — произнесла она с искренним блеском в глазах. Удивленный неожиданным предложением, он внутренне смутился, терзаемый противоречивыми чувствами. «Марина, ты знаешь, мне очень жаль, но я не могу взять у тебя картошку. Я обязан соблюдать правила, а они требуют оплаты, к сожалению». Его сердце сжалось, и он почувствовал, что ее предложение было искренним комплиментом. А теперь, велев своим принципам, он, возможно, вел себя жестоко. Однако Марина, не понимая его настойчивости, оставалась сидеть на своем месте с легкой улыбкой. «Ай-ай, Андрей, я просто хочу помочь», — сказала она. «Берешь же ты с других, когда я приду на рынок?» Андрей колебался. Он размышлял о правилах, о справедливости, о том, что было правильно, а что нет. В отчаянии, чувствуя прилив неоправданной строгости, он наклонился к ней и с грустью произнес: «Я не могу сделать исключение. Пожалуйста, покинь автобус». Когда Марина не желала уходить, его терпение лопнуло. Он почувствовал необходимость быть жестким и, наклонившись, не собираясь больше медлить, выкрикнул: «Я не могу тебя подвести, если ты не заплатишь!» Она не успела нормально отреагировать, как он, тронувшись к дверям, использовал силу, чтобы вышвырнуть ее из автобуса. В тот момент он почувствовал, как поступает не по-человечески, но в его уме сработала условная логика. Марина осталась одна на холодной дороге, беззащитная и без помощи. Она заплакала, ободравшись прямо на улице, пытаясь найти хоть какой-то уют в одиночестве. Беспомощная,
Она потянулась к ведру и, утягивая его на плечо, пошла в сторону своего дома, пытаясь согреться и найти кого-то, кто мог бы ее поддержать. Но вокруг не было никого, кто мог бы ей помочь. Она знала, что возвращение домой — это единственный путь, и, несмотря на резкие порывы ветра, ее старания продолжались. Вернувшись домой, Андрей не мог избавиться от угрызений совести. Вспоминая, как печально она смотрела на него, он чувствовал, как эти образы жгут его душу. Его сердце наполнилось угрызениями, и он вновь погружался в слепой алиби своего поступка. Погружаясь в свои мысли, не в силах заставить себя забыть о ней, он не понимал, как ему справиться с этим грузом. Решив, что должен найти ее и попытаться добиться прощения, Андрей на следующий день отправился в село, где она жила. Каждый метр пути был насыщен неуверенностью и страхом, и хотя ему хотелось, чтобы ее не было, он все же пытался найти и переосмыслить свое поведение. Когда он начал расспрашивать местных жителей о ее судьбе, то выяснил, что никто не видел Марины уже несколько дней. Долгое время он расспрашивал соседей и знакомых, но все только пожимали плечами, не в силах что-то сказать. Вскоре его нетерпение сменилось серой безнадежностью. Андрей все чаще задумывался о том, что, возможно, никогда не увидит ее снова, и эта мысль была как острие бритвы. Разрезала его сердце пополам. Прошел год с того злополучного инцидента. Андрей и его жена наконец начали процесс покупки квартиры, мечтая о новом этапе в жизни, новом начинании. Но в этот период каждый из них по-своему переживал свой тяжелый груз, и, конечно, каждый раз напоминания о прошлом тревожили их детский сон. Предоставляя все документы, они встревоженно встретились с продавцом квартиры, и тот, когда они встретились, произнес фразу, которая немедленно кинула в сердце Андрея сверло тоски. Он сказал, что жилье когда-то принадлежало его бабушке, которая замерзла насмерть в зимнем лесу. Андрей снова почувствовал, как холодок пробежал по спине, поглаживая все его мысли до сих пор непростительного поступка. Во время ремонта квартиры, покрытой пылью и старыми историями, он нашел старые фотографии, которые были завалены под полом и запакованы в угол комнаты. Когда он начал рассматривать их, его глаза упали на одну, и внезапно его внутреннее состояние сменилось. На фотографии была изображена пожилая женщина, и он с ужасом узнал в ней свою знакомую — Марину. Его сердце сжалось от осознания кошмара. В этот момент ему стало ясно, что ее жизнь оборвалась, а его джентльменский идеал, правила, стали просто крахом. С каждым мгновением его сознание низко клонялось от горя, когда он, погруженный в эти мысли, пытался отстраниться от страха за свою правоту. Он стал погружаться во мрак собственной совести, и на его душе легла тяжесть. В тот вечер он не мог уснуть. Наконец, он решительно собрался и отправился на кладбище, стремясь найти могилу Марины. Сердце его легло от груза, и он знал, что его последняя кнопка сдерживала его смелость. Он не мог позволить себе оставаться сидячим. Блуждая между могилами, окруженными зимним безмолвием, он, наконец, увидел небольшой деревянный крест с именем Марина и датой. Распластавшись на коленях, он молча искренне попросил прощения. «Прости меня, Марина», — произнес он, чувствуя, как по его щекам катятся горячие слезы. «Я был ужасным человеком. Я не знаю, как это исправить». В эту ночь ему приснился сон, как будто сама Марина стояла перед ним. Несмотря на сумерки, вокруг нее было теплее, чем когда-либо. Улыбка ее согревала, как весеннее солнце, излучая свет. «Я прощаю тебя, Андрей», — тихо произнесла она, и ее глаза светились добротой. «Не мучай себя, я нашла покой». Проснувшись, он почувствовал, как груз с его души уменьшился, и надежда проклюнулась даже в самом душном кольце. Теперь он знал, что никогда не сможет изменить свое упрямое прошлое, но был готов с этим жить. Он стал работать над собой, старался оказывать помощь местным жителям,
поддерживать стариков, делая для них маленькие добрые дела, чтобы их жизнь была чуть легче, чтобы память о Марине жила в его сердце и душе. Дорогие зрители, а как бы вы поступили на месте водителя? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилась эта история, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.